Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас я хочу пораскрашивать в Златовласке. И пока еще не выбрала никакую иллюстрацию, но думаю, что скорее всего пораскрашиваю вот эту. У меня изначально была идея сразу взять новый набор карандашей, но я думаю, что поиспользую я свои стандартные обычные карандаши. Вот здесь как-то у меня напрашивается полихромос. Тут же будут и мэджики. В общем, да, пусть будет эта иллюстрация. Тут лицо я, честно говоря, не готова. Что-то меня тема совсем не радует. В общем, вот это раскрашу. А там посмотрим. Потом я уже буду вынуждена вот это красить, чтобы уже было как бы почти по порядку. В общем, сейчас я достану карандаши, вернусь к вам, и мы вместе пораскрашиваем. Карандаши я подобрала. Это так, предположительно, что мне потребуется. Во-первых, здесь вот 2 полихромоса, которые, я думаю, мне понадобятся. Это у меня 183 номер Light Yellow Ochra и 9201 177, какой-то коричневый. Потом, конечно же, 2 мэджика Fix Price и Kohinoor. В таком же составе 2 серых мэджика. Из набора Ашан 50 цветов, мои вот эти любимые 2 цвета. 2 дервента, Creta Color и 1 из Fix Price зелененький. И также сухая пастель Mungo. Начну с крыши. Именно как-то ее я прежде всего и видела, как раскрашивать. Как-то она первая, что бросается в глаза. И почему-то мне вот нравится этот карандаш. Хотя, в принципе, ашановский мне еще больше нравится. И там 2 цвета как раз вот подходящие. Прикольная, конечно, очень раскраска такая. Одну в коллекции из этой серии хорошо иметь. Никак не могу запомнить, какой светлее, какой темней. Поэтому пробую на бумаге. Может, уже к ним пора бы выкраску к этим 2 сделать на скотче. Было бы проще, наверное. Потому что коричневые, это я как-то запомнила. А вот с серыми вроде и пользуюсь тоже довольно часто, но все-таки запомнить не могу. С медведями, мне кажется, тут перетемнили. Потому что, как-то уж очень они темные. Эти карандаши неплохо ложатся, в том числе и на темный цвет. Но все-таки темновато. Так, сейчас за Берлинго потянулась за двухцветным и заодно вот за синим. Джинсы. Можно и взять кохенуровский, но просто он как бы толстый, здесь элементы маленькие. Коричневый тоже потребуется.
и зелень. Но тут по-простому, листочки маленькие. Я так увлеклась, что не заметила, как уже все раскрасила. Так, тут еще немножко я начала черным карандашом проходиться. И сейчас еще закончу, ну и в принципе все. Потому что в целом, что касается цвета, я тут уже все добавила. Ну, как и собиралась, фон, вот это сухая пастель Мунга. Ну и там все остальные карандаши. Забавная, конечно, раскраска. Такая отдыхалочка, очень приятная, потому как результат он по факту будет хорошим, интересным. Поэтому отдыхалочка и правда хорошая. Я не заметила здесь эту златовласку, и пришлось ластиком стирать зеленый цвет и уже ее раскрашивать. Но я ее чисто так выделила немножко, но волосы, костюм плюс-минус. Так получилось. С удивлением обнаружила, что я в свои планы не записала Dahlia Songs от времени, хотя эта раскраска всегда у меня в планах. Я даже не помню, показывала я видео или нет. Ну, ладно, я ее записала, она получается 31-я. В любом случае, я ее красить-то собиралась. И просто я еще ее доделывала, вот эту иллюстрацию с того месяца. И так, здесь у меня раскрашено. Ну, я вообще представляю уже, что буду красить. Здесь все тоже раскрашено. Что изначально я, в принципе, как бы по порядку шла. Тут я заклею обязательно чуть позже. Вот. Короче говоря, буду я раскрашивать вот эту иллюстрацию, чтобы получился целый разворот. Ну и, в общем-то, чтобы можно было потом, наверное, склеить. Или, не знаю, склею, может быть, потом. Ладно, под настроение. Сейчас тоже, как всегда, подберу материалы и вернусь к вам. Ну, фон я буду делать примерно так же. Я не знаю, здесь у меня уж очень просто. Обычно я люблю делать фон и небо там и так далее, и более-менее мне это удается. Но здесь как-то вот не получилось у меня. Вот. Но в любом случае придется как-то стараться делать примерно плюс-минус так же, хотя я думаю, это не обязательно. Тут я помню, какие материалы использовала. В основном это дервенты, ну, здесь берлинга, но как бы это уже все раскрашено металликом. Не переключайтесь. Конечно, хорошо было бы сделать все это одним разворотом сразу, но, может быть, даже не в один день, а за несколько, но по горячим следам, так сказать. Но, не знаю, просто однообразие как-то сложновато, несмотря на то, что я листочки очень люблю красить, но, не знаю, здесь как-то много всего. Берлинга в очередной раз мне пригодились. Вот эти мэджики, очень хороший набор. Могу, кстати, посоветовать. Хотя, ну, как бы здесь не самый классный зеленый, но зато коричневый незаменим. Есть там один оранжевый с желтым. Он тоже очень удачный. Синий хороший. Не, вообще набор замечательный. Это мне дарила Оксана. Спасибо огромное. Ну, а здесь уже обычный Magic из Fix Price. Я просто подумала, что, наверное, для меня вот так вот частично, допустим, да, я крышу сделала, раскрасила, а иллюстрацию забросила. Вот для меня это даже оставила на потом, но для меня это вроде как, я подумала, что равносильно забросить, но по факту нет. В Ханни Карлсон я же тоже там
И не только в Ханне я так заходила на другую сторону по разным причинам. И когда разворот красить не хотелось, или же нужно было склеить раскраску вот где-то. И ничего, потом вернулась к раскрашиванию. Это было даже в Керберазаносе. Вот. Ханна-то у меня, слава богу, не разваливается. Но как-то вот здесь было тяжеловато к ней снова вернуться, заставить себя. Ну, собственно, и сама раскраска, она такое двоякое у меня мнение о ней. С одной стороны, вроде бы она и хорошая, а с другой то ли надоедливая, то ли еще что-то. Много повторяющегося. Это, конечно, надоедает. Ну, как я думаю, если у меня не возникнет какого-то вдохновения, то я ее не успею за год закончить, то есть мне ее нужно в январе. Вот. Я ее в январе начала, ну и, соответственно, где-то в первых числах было бы хорошо ее закончить, отснять видео. Но не знаю. Ладно, действительно, половинку, если сделаю, и то хорошо. Я в процессе раскрашивания, потихонечку все тут делаю. Здесь у меня использован дервент серо-лавандовый C220. Почему я использовала здесь этот цвет? Потому что он использован здесь, а тут я тестировала карандаш. То есть он у меня появился, этот оттенок, и мне край как надо было пораскрашивать. Но, на тот момент мне также было необходимо раскрасить что-то здесь. Поэтому вот, соответственно, такой оттенок. А в принципе я не знаю, чем тут красить. Я не стала заморачиваться, выяснять. Ну, в общем, успела вот тут пораскрашивать немножко листочки, дерево. И сейчас уже за кадром я доделаю эту иллюстрацию. Неплохо бы, конечно, в этом месяце еще что-то, потому что реально начала я хорошо, а потом у меня одна иллюстрация в месяц идет, максимум 2. Это, конечно, очень плохо, но, может быть, в следующем влоге я еще что-то пораскрашиваю. Хотелось бы, наверное, вот эту, может быть, иллюстрацию выберу, чтобы тоже был разворот, и чтобы можно было все это склеить. Потому что здесь вот у меня разворот, здесь тоже. Да, наверное, чтобы уже логично хотя бы здесь подряд было. Но тут мне, например, понравилось, как получилось небо. Но единственное, меня прямо напрягает вот эта часть. С одной стороны, вроде так же крась себе и крась, но вот эта мелкота, она меня прям вымораживает. Ну ничего, ладно, поставила себе цель красить здесь, значит, раскрашу, никуда не денешься. Ну и потом уже тут фон сделаю. Еще я сейчас продолжила раскрашивать в кошках. Ну, вот здесь вот я использовала вот так линейку. Я когда-то уже давно пробовала так делать, показывала это, но потом сама перестала это использовать способ, потому что мне было лениво. Но здесь большие пространства, а я взяла вот эти фломастеры ашановские. Ну и понятно, какие бы они не были бы хорошими, в целом, конечно же, они полосят, тем более на больших пространствах. Ну и я здесь вот использовала линейку вот здесь, но здесь я, правда, чередовала то так, получилось не очень ровно. Вот. А так, конечно, это хороший выход из положения. Вот так вот подставлять и полосочками раскрашивать. Ну а здесь не полосит, в общем-то, потому что я делаю большие штрихи так аккуратненько. И почему-то вот именно сначала я как-то не очень хотела садиться за эту раскраску сейчас. Села, потому что в любом случае ее надо раскрасить.
А сейчас я поняла, что какое-то настроение прям поймала, что мне нравится. Ну, я сейчас пойду еще в магазин схожу, погуляю немножко, вот, а потом вернусь и надеюсь, что у меня это настроение сохранится. И я, ну, во-первых, это продолжу само собой и доделаю вот это, ну, или хотя бы большую часть. Тут просто еще столько мелкотни, а времени не так много осталось. И у меня еще цветовой квест города на повестке, так что как-то так. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 37, рыжая 38, а под видео вы найдете всякие интересные и полезные ссылки. Кэшбэк-сервис Letyshops, там если по моей ссылке вы зарегистрируетесь, и в течение 30 дней сделаете заказ не меньше, чем на 600 рублей, на Алиэкспресс, например, или еще где-нибудь. Но на Алиэкспресс, например, вроде как через 2 дня должны быть какие-то скидки. И вам начислят дополнительно 100 рублей или даже, по-моему, 150 сейчас, там что-то изменилось. Так что не пропустите. Это хороший бонус. И еще там разные ссылки есть. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, хорошего настроения, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!